Система мотивации BK представляет собой эффективный и в то же время простой в использовании инструмент кадровой политики, направленный на мотивацию и стимулирование персонала. BK представлены в виде таблиц Excel, включенных в один общий файл. Вы можете скачать образец файла, нажав на соответствующую кнопку на сайте. BK состоит из 4 таблиц, расположенных на листах Excel файла. Листы называются «Ввод», «Хранение», «Расчет», «Вывод». Структура таблиц разработана таким образом, что каждая последующая строка является новым часом. Совокупность часов и, следовательно, определенного количества строк составляет день. Дни группируются в месяцы, а месяцы в год. Группировка строк отражена в первых 4 колонках каждой таблицы. В таблицах «Ввод» и «Вывод» содержится полное количество часов за год. В таблицах хранения и вычисления содержатся только рабочие часы, согласно установленному графику работы. После колонок «Год», «Месяц», «День», «Час» следует колонка часов. Начиная с этой колонки данные заполняются только в строках, соответствующих рабочим часам организации. В колонке часов указывается общее количество рабочих часов в текущем месяце согласно графика работы. Следующая колонка часов средняя. В этой колонке указывается общее количество рабочих часов с плавным нарастанием или уменьшением количества часов по отношению к количеству часов в следующем месяце. Колонка часов средняя разработана для сглаживания расчета между месяцами с разным количеством рабочих часов. Следующие колонки – это доходы и расходы. Для целей системы мотивации доходы и расходы определяются индивидуально для каждой организации. Для небольших компаний это могут быть движения денежных средств, где доходы – это поступления от покупателей, расходы – это оплата поставщикам. Для более крупных организаций со складскими запасами, превышающими 1 месяц хранения, расходами может считаться себестоимость проданных товаров. Для предприятий с длинным производственным циклом, с основными средствами, возможны иные методики определения дохода. Следующая колонка – налог на фонд оплаты труда. Используется максимальная суммарная ставка. Следующие колонки – сотрудники с указанием месячного оклада и месячного максимального размера премии. В строках для каждого сотрудника отмечаются отработанные часы. Каждый отработанный час отмечается единицей, нерабочий час пропускается.
Данные из таблицы ввод преобразуются в таблицы хранения. Таблицы хранения содержат строки только по рабочим часам организации. В каждой строке последовательно, со сдвигом на одну ячейку, происходит расчет по алгоритму системы мотивации Бики. После расчета данные записываются в виде матрицы со сдвигом на 1 час. Хранящиеся данные из таблицы хранения суммируются в транспонированном виде и записываются в таблицу вычисления. В таблице вычисления происходят расчеты по сглаживанию пиков данных для получения потока значений, которые можно вписать в диапазон премиального фонда. Таблица вывод содержит колонки для сотрудников, в которых поток значений разделяется между сотрудниками. Разделение происходит в соответствии с пропорцией вклада, который создает каждый сотрудник. Суммируя часовые значения на протяжении месяца, получается размер премии для каждого сотрудника. Если у вас возникли вопросы по установке и использованию системы мотивации Бики, вы можете связаться с нами по указанным